So the floor is yours, Debbie. Welcome. Okay, thank you so much. Hi, everybody. My name is Debbie, and I'm an alcoholic. Спасибо большое, ребята. Меня зовут Дебби, я алкоголичка. I come to you from Concord, California, so the flight into Moscow was a breeze. It was great. I loved it. Я буквально прилетела к вам из Калифорнии, из города Конкорд. То есть перелет был, ну, как и легкий ветерок. То есть я оказалась прямо вот в России, в Москве через мгновение. I look forward to coming there, though, in person sometime, so I'll look you up when we get there. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы встретимся на очном собрании с вами, когда-нибудь я окажусь, и мы с вами обязательно познакомимся лично. I want to thank Maria for the invitation, and also she and the gentleman that will be doing the interpretation. That's a huge job, and I'm so grateful for your service. So thank you on the front end of that. Да, спасибо большое Марии и вот молодому человеку, который также будет ассистировать в переводе. Это действительно такое служение сложное, тяжелое, и действительно это очень хорошо, что такая есть возможность пригласить меня. Спасибо. I'm not sure if anyone identified in their first 30 days, did they? Дебби спрашивает, есть ли кто-то, кто выздоравливает первые 30 дней? Because I think, is that in your format? So we asked about newcomers, but yeah, no one replied if then. So no newcomers. Someone is here. Катя у нас выздоравливает. Катюша вот махает. Ага. So yes, here are people who are in their first 30 days. Yeah, sure. Okay. And then Katerina, she was waving. She's, I think, in hers. Okay. Well, I want to welcome you to a way of life, which is more than just about putting the plug in the jug and sitting in meetings. Вот Катерина махала и другие ребята, которые вот в самом начале пути, я хочу вас пригласить в некий такой путь, жизненный путь. То есть что это такое? Это не просто, что вы вот воткнули вилку в розетку и просто сидите на собраниях. То есть это стиль жизни. Because I mistakenly thought that's what coming to Alcoholics Anonymous or being in AA was, and I was greatly mistaken. Именно я думала в самом начале своей трезвости, что вот именно вот это, да, то есть хождение на собрание, это и есть нахождение в анонимных алкоголиках. Но это на самом деле не так. Я действительно глубоко ошибалась. In our book 12 Steps and 12 Traditions, it refers to the steps as a way of life, and what a way of life it has been. Buckle up. В нашей книге «12 шагов и 12 традиций» в принципе так и говорится, что жизнь анонимных алкоголиков – это стиль жизни. Да? То есть это не просто вот посещение собраний, это именно нахождение и проживание жизни. I was introduced to Alcoholics Anonymous through a treatment center here in the United States. Я пришла в анонимные алкоголики через реабилитационный центр, который находился здесь, в Соединенных Штатах. It appears that they were there to help people who were problem drinkers or alcoholics, so I really didn't know why I was there. И они помогали, ну, как скажем, таким сильно пьющим людям и, возможно, алкоголикам, и у меня было очень много сомнений, что вообще я делаю вот в этом реабилитационном центре. My picture of an alcoholic was old, a man, and a trench coat was required, and I didn't have any of those things. Для меня образ алкоголика, как я представляла на тот момент, это обязательно мужчина, старый, в каком-то, значит, заношенном пальто, и я ни одно, ни другое, ни третье. То есть я вообще никак не вязалась с этим образом. And so
I was court ordered there. This was not a voluntary commitment to asylums. So I didn't have an option to leave. So I stayed. И когда я попала, ну, это некий был такой, ну, что ли, приют, то есть не то, что я туда, меня пригласили добровольно, то есть, ну, возможно, меня туда привезли, вот, как сказать, ну, почти насильно, и мне пришлось там остаться на какое-то время. I would be introduced to Alcoholics Anonymous, the word sobriety, recovery, alcoholism. These were all very foreign words to me. И когда я вот попала именно на группу анонимных алкоголиков в том заведении, слова алкоголизм, выздоровление, алкоголик, для меня эти слова, ну, вообще были, то есть это, в моем словаре этих слов не было в принципе, они были для меня незнакомы. I was given a lot of information. I was given literature. And of course, we would be taken to outside meetings of Alcoholics Anonymous. Мне выдали всю исчерпывающую информацию, дали массу литературы по этому вопросу. И, конечно, мы посещали большое количество собраний вот в этом центре и вне его. Because what you do in AA doesn't seem to apply to me, there's no need to listen. So I would sit in the back of the room. Today, I would have been texting the whole time, but I sat in the back of the room and just distracted myself as much as I could. И, конечно, когда вот у меня не было понимания, да, что я алкоголик, что я принадлежу этому сообществу, я, конечно, очень много времени просто тратила на то, чтобы просиживать на собраниях, где-то сидеть у стеночки, вообще ничего не слушать. Сейчас иногда бывает, что я сижу на собраниях и постоянно в телефоне зависаю, что-то там набираю, да, вот. Но в то время, в самом начале пути, я тоже сидела, ловила ворон, смотрела по сторонам, совершенно как бы не участвовала в самом собрании. So I would sit in the back of the room where most new people are, and I would tune in every now and then to the speaker, which is simply doing what I'm going to do and share my experience, strength, and hope. И, в общем, я вот так вот и сидела, как большинство, возможно, новичков сидят где-то там у стеночки в углу и слушала спикера. И, в принципе, ну вот так же, как мы сейчас с вами, да, то есть я слушала спикера так же, как вы сейчас слушаете меня, и спикер делился своим опытом, силами и надеждами. They encouraged us to find the similarities, but as young, dumb, and goofy as I was, I knew that if I found those similarities, I might be one of those people, and I don't want to be, so I have to find the differences. И, в общем-то, суть была в том, чтобы найти вот эти точки соприкосновения, вот эти похожести, да, то есть что в этом опыте этого алкоголика было похожим на меня. А я на тот момент была такая немножко придурковатая, молодая девица, и, конечно, мне абсолютно не хотелось искать что-то похожее в этом опыте, да, то есть я сидела, ну, похожее, чтобы как бы слиться с этим сообществом, и я поэтому сидела в стороне и, наоборот, искала что-то, что не похоже вот в этом опыте на мою жизнь. So in finding the differences up here intellectually, in my own small way, I'm beginning to identify in my gut where that honest button really is. И вот так вот, ища вот эти разницу, да, то есть между вот этими алкоголиками и собой, я потом начала ощущать не то, что я интеллектуально пыталась найти, да, но у меня вдруг возникло какое-то ощущение в моих вот внутренностях, да, то есть внутренности я начинала ощущать, что что-то есть какие-то точки соприкосновения. So when I heard, I drank for 40 years, I thought, I got 35 more to go. И вот, когда я услышала от спикера, я пил 40 лет, и я подумала, боже мой, так у меня еще впереди целых 35 лет пьянства, я могу употреблять.
Or I heard, I drank 5/5 of whiskey a day. I thought, well, good, then I got a goal now, okay? А другой говорил, я мог выпить 5 литров виски за день. Я подумала, блин, так у меня теперь есть как бы цель, на которую нужно равняться. When I would hear about bank robberies and prison breakouts and international spy rings, I thought, wow, this is exciting. So I can't possibly be an alcoholic. И когда я слышала про какие-то, значит, психушки, ограбления банков, какие-то международные, значит, авантюры из уст этих анонимных алкоголиков, я думаю, блин, ну это вообще фантастически крутые ребята. Ну, возможно, мне прям хотелось влиться, да, возможно, я могу быть алкоголиком. But it's not about those things, because in our chapter called The Doctor's Opinion, it gives me the only 2 symptoms I need for alcoholism. Has nothing to do with the outside events of life. It has to... Да, но на самом-то деле в главе «Мнение доктора» достаточно просто объясняется, что такое алкоголизм. Всего лишь 2 симптома, которые можно у себя, да, определить и понять, что я являюсь алкоголиком или нет. И это вообще никак не связано с какой-то внешней деятельностью каждого живущего алкоголика. The 2 primary symptoms of the alcoholic is the mental obsession and the allergy or phenomenon of craving when we take that first drink. Вот эти 2 симптома. Первый симптом – это вот это вот безумное алкоголическое мышление, да, одержимость ума. И второй симптом – это аллергия. То есть аллергия, которая вызывает феномен тяги, то есть когда к нам попадает алкоголь в организм, мы хотим выпить еще. And page 33 in our English language big book, anyway, in paraphrasing, took away my best excuses that it wasn't about the length of time and it wasn't about the quantity I drank. У нас в английском варианте 33-я страница, но в принципе в большой книге есть эти слова, я кратко перефразирую, да, что не нужно быть, можно стать алкоголиком, не употребляя долго и больших доз алкоголя. Да. Таким алкоголиком я и стала. But that awareness wasn't yet to come, so I still found all the differences, and I can share my adventures before sobriety very simply with you. Но, опять же, да, я не признавала себя алкоголиком, да, я эти симптомы в себе не находила, и я была очень далека вот от этого понимания алкоголика, и до той своей даты трезвости, которая у меня наступила спустя какое-то время, я могла делиться с вами прекрасными, интересными, замечательными историями всяких различных приключений. И я все еще искала разницу между вами и собой. I would hear you say you lost your family because of drinking. And sometimes they come back, sometimes they don't. When I heard that, I thought, yay, I want to lose my family. They're a constant source of irritation about my drinking. Когда я слышала от кого-то на собраниях, что вот из-за пьянства, например, я потерял свою семью, или потом я слышала, что семья вернулась к этому человеку, я думала, ура, классно, я бы вообще супер, я бы эту семью бы свою бы вообще послала на 3 буквы, потому что я считала, что именно семья является причиной, да, раздражения, злости, негодования, и я бы вот с радостью вообще эту семью куда-то дела. When I heard you talk about your drunk driving, of course I drove drunk as well. But when I would be stopped, and this is as an underage drinker for drunk driving, I had a little get out of trouble card because I worked for the city judge.
И когда я слышала, что меня, значит, полиция поймала за езду в пьяном виде, я думаю, ну, в принципе-то я тоже в пьяном виде-то рулила, да, и меня тоже ловили, и меня даже могли привлечь за вождение в нетрезвом виде, и плюс к тому, что я еще не достигла того возраста, вот того совершеннолетия, при котором, значит, можно употреблять алкоголь, и меня, ну, как грубо говоря, тинейджера, который за рулем пьяный, меня могли бы как бы и за это заловить, да, но поскольку я могла даже и тут как-то увильнуть, поскольку я тогда работала в местном суде помощницей, и, в общем-то, с меня это сходило с рук. When I heard you talk about totaling out cars, I said, I've never totaled out a car officially. I was always able to drive it away. И когда я слышала, что ну, где-то, не знаю, угоняли там машину, или вы не могли эту машину найти или сесть в эту машину, я думаю, ну а что тут такого, собственно, да? Я могла, в принципе, вообще просто сесть в машину и уехать неизвестно куда, в неизвестном направлении. But I did have a little drunk car that arrived to AA. You start off rectangular, okay? And then things get in your way when you're drinking. Да, но однажды вот на такой вот, грубо говоря, пьяной машине я подрулила к дверям АА, да, то есть ехала в неком прямоугольнике, и ну, на моем по пути попадались какие-то препятствия. So it gets rounded out with the drunk bumps that's got in your way. Things are falling off. They're missing. The driver's window had been shot out. I don't know when that happened. And in the end, my gas cap was a mitten I had stuck in there. И моя машина вот из этого прямоугольника, такого ровного, аккуратного, со временем моей вот этой пьяной езды превратилась в некий такой, значит, скругленными краями, значит, такой вот экипаж, что ли. То есть у меня где-то что-то было разбито, где-то что-то поцарапано, где-то что-то вмято. Боковое, значит, водительское окно было разбито вдребезги, да. И в конечном итоге у меня даже, значит, куда я вставляю пистолет для заправки, даже вот там вот эта крышка была потеряна, оторвана, и, в общем, как я ездила, это непонятно. Я даже не помнила, как я попадала в эти аварии, что случилось с моей машиной. And so like I'm driving a Molotov cocktail around town, and it's kind of, you know, stuff happens. Oh, well. И, в общем, я практически разъезжала по городу, ну, находясь в неком коктейле Молотова, потому что я могла взлететь на воздух в любой момент. То есть моя вот эта вот крышка бака была потеряна, все плескалось и выплескивалось из бака. Ну, всякое случается. Вот так я и существовала. I heard you talk about losing jobs. Now, I was losing a series of jobs. These were not career makers. These were booze money providers. That's what they were. И когда я слышала, что вы теряли, например, работу из-за пьянства, я думала, что, ну, в принципе, я теряла работу, да, я теряла несколько работ, да, но эта работа, вот на которой я работала на тот момент, это не было какой-то построением карьеры, да, то есть это была работа, чтобы заработать на выпивку, ну, на какие-то там нужды необходимые, то есть на какие-то тусовки. В общем, это была просто такая вот работа потребительская. And when the fog up here cleared, I realized, yeah, I guess I have been fired from a few. I quit before I got fired, but then I got a bad habit and I quit in a blackout. И когда немножко туман в моей голове рассеялся, я вдруг начала понимать, что последние-то мест 5, наверное, рабочих я потеряла из-за какого-то пьянства, да, то есть из-за каких-то таких вот ситуаций, к которым привело мое употребление. И последнее место, которое я потеряла, ну, там вообще был тотальный блэкаут, то есть я даже не помнила, за что меня уволили, настолько я была в таком сильном употреблении. The problem with that is you don't know you quit, so you go to work the next day like nothing happened. Now you might be hungover and stink, but by gosh, we go to work. We can't be alcoholic if we show up at work.
until they are surprised you're there and tell you you quit the night before. And then you just slink off like a goof because you are. И самое прикольное, что даже я не помнила те ситуации, когда я там увольнялась или меня выгоняли, потому что я была вообще не в таком бессознанке. И я на утро шла на работу, даже не зная, что я уже с этой работы или уволилась, или меня уволили. Я была, значит, с похмелья, в общем, в состоянии в таком, я думаю, я сейчас приду работать, и все с такого удивления, что ты здесь делаешь? Ты же вчера там ушла или уволилась, или тебя уволили. Я такая вот придурковатая, да, то есть, алкоголик я или нет, я никак не могла понять. And then there was a woman I heard talk about trying to scrub away the smell. And that got my attention. И потом на собрании я услышала о женщине, которая пыталась, буквально соскребсти с себя запах. И вот это привлекло мое внимание. I've listening to her and I'm thinking, I've had this funny odor for about a year. And I have tried to puff and powder and perfume it away, and it doesn't go away. She said it was booze coming through her pores. And I knew that she knew what that smell smelled like. И я заметила, что я, в общем, последний год, да, то есть у меня тоже было такое ощущение, что как будто я пахну каким-то неприятным запахом, и я старалась использовать разные там косметические средства, дезодоранты, разную пудру, кремы. И я услышала вдруг от нее, что она говорила, что она была настолько, у нее было сильное потребление, что алкоголь буквально выходил у нее через поры. И я понимала, что она знает, как это пахнет. And hearing her say that was as close as I got to thinking, if I'm not careful, I might be one of those people. И когда я это услышала, я вдруг словила себя на мысли о том, что я подумала, что если я не буду достаточно осторожна, то я могу оказаться среди этих людей. I would be sent to an all-women's halfway house in Minneapolis. Меня отправили в некий такой пансионат закрытого типа в Миннеаполисе для женщин. I was there a total of 9 months, but the first 7 months I did the very, very barest minimum required to stay there. И я находилась там порядка 9 месяцев, и первые 7 месяцев я прям выполняла строжайше все требования, которые предъявлялись, чтобы там остаться. And that was don't drink, and I knew it meant all those other things, and go to one Alcoholics Anonymous meeting a month. И минимальные требования, которые это, не пить, я понимала, что, в общем, для чего я туда еду. И второе, это обязательно посещать хотя бы одно собрание анонимных алкоголиков в месяц. That's my kind of program. Basically nothing that I have to do, no effort. I can just be lazy, but the problem is I'm expecting some benefits from that. И это был мой такой минимум программы, да, то есть программа состояла из ничего, да, то есть у меня вообще не было никакого интереса, я не прилагала никаких усилий, я ничего не хотела делать, я была ленивой, но все-таки ждала каких-то преимуществ, да, то есть какого-то результата от этих действий. The way I went to AA meetings was I walked in when it started and I left when it was over. I got that piece of paper signed, check off, and look, halfway house, I did what I was supposed to do, got her done. И я шла на это собрание, от звонка до звонка там находилась, приходила, сидела это положенное время, уходила, делала отметку в листе, что я отметилась, что я там была, и на обратном пути я просто умывала руки, думаю, в принципе, я выполнила то, что я должна была сделать. Well, that's not going to make a lot of change, but I wasn't looking for change. I was looking to get under their radar so they would quit watching me
and I could eventually sort of slink back into my old way of life, which was drinking every day, but that should not be confused with what alcoholics do. И, в общем-то, вот так я и существовала, да, то есть у меня не было какой-то идеи прям вести здоровый, трезвый образ жизни, да, то есть меня интересовало только то, что немножко исчезнуть с радаров, чтобы за мной перестали следить, куда я хожу, что я делаю, чтобы от меня отстали, и я могла бы где-то тихонечко в уголочке заниматься своими делами, да, но это не то, что, в общем, нужно делать в анонимных алкоголиках. So that went on for 7 months until I went to visit my mother who lived in San Jose, California at the time, and I would be there 2.5 weeks. И так продолжалось вот в этом центре где-то месяцев 7, до тех пор, как я поехала навестить свою маму, она у меня живет в Южной Калифорнии, и там я пробыла где-то 2,5 недели. And the first week, I hung out with the people I used to drink with. I mean, who else am I going to hang out with? And the last week and a half, drunk and loaded with them. И первую неделю я протусовалась с моими бывшими и существующими на тот момент собутыльниками, ну, с кем мне еще тусоваться. Вторую неделю я, собственно, как бы с ними просто зависала, пила, веселилась и всячески зависала. That was not a surprise because my picking up a drink was not a matter of if you ever do it again. It was a matter of when are you going to do it? And the perfect circumstances were laid out. И, в общем-то, суть-то была в том, что не если я, ну, понятно, да, что почему так произошло, да, то есть у меня не было какой-то цели, да, то есть суть вопроса была не если я напьюсь или если я выпью, а когда я напьюсь, когда я выпью, да. То есть нужно было просто, чтобы сошлись какие-то подходящие условия, создались, да, то есть сошлись звезды, и произошло вот то, что произошло. Well, the picking up a drink was not a surprise. The drinking was. I had for 7 months lived in the fantasy of what it would be like. The booze, the boys, the bars, the dancing, the woo! And it couldn't have been any more different. И, в общем-то, не было сюрпризом то, что я выпила, да, было, может быть, сюрпризом мое вот это вот пьянство, употребление, да, но, в принципе, все эти 7 месяцев я и жила в иллюзиях, да, как это будет, да, вот пройдет 7 месяцев, и как это будет потом, да, то есть тусовки, вечеринки, мальчишки, пьянка, гулянка, то есть жила в иллюзиях, что, возможно, я смогу вот употреблять без последствий. Just like my first drink came out of a brown paper bag and I have no idea what it was, that particular night I took a drink of something and I have no idea what it was. But after a couple of those, my next recall memory is a week and a half later on the flight home of what had happened. И я помню, что я пила что-то, завернутое в коричневый непрозрачный пакет. Я даже не знала, что это было. Я это выпила, и потом я выпила еще. Я тоже не помню, что это было. И потом вдруг я очнулась, то есть прошло 1,5 недели вот с того момента, как я пила вот эти непонятные напитки в ту самую ночь. И я обнаружила себя в самолете, который уже летел обратно, да, в Миннеаполис. And in my mind, reflecting, my attitude was, whoa, I've learned my lesson, but you see, it never got out of thought and into action to make many changes. I only made one change. И я как бы вдруг поняла, что думаю, да, чего-то прям вот, как так вообще произошло, что это такое, да, то есть что-то в моей голове вдруг зародилось, да, но это еще не вышло как бы из моей головы, да, чтобы понять, что с этим делать, да, что повело бы меня дальше в какие-то такие серьезные изменения, да, но в любом случае одна мысль появилась в моей голове, что
надо что-то поменять. When I got home, I ramped my meetings up from 1 a month to 1 a week. That sounded like a lot, but I didn't do anything different except, you know, I walked in when it started, left when it was over, and I still had the got her done kind of attitude. Да, немножко что-то поменялось, да. То есть я поменяла количество моих посещений, собраний с 1 в месяц до 1 в неделю. Да. Мне казалось, что ну вот я уже сделала достаточно много, да. Но опять же, мое отношение к этим собраниям было такое же, как и раньше. Да. То есть я приходила, отмечалась, сидела, заканчивалось собрание, и я шла опять, умывала руки, думаю, ну вот я выздоравливаю. I still sat in the back row, and they always encouraged me and said that front row recovery makes it. And when I look at our Zoom meetings of the day today, it's as if when your camera's off, you're in the back row. If you want recovery, come into the room, put your camera on, be a part of, instead of the observer that I used to be. So I invite you to do that as well. И, в общем-то, что сдвинулось с мертвой точки, это когда меня с заднего ряда, где я вечно тусовалась, да, ждала окончания собрания, просто пересадили в передний ряд, да, вот этот ряд выздоровления. Меня посадили ближе к началу собрания, да, и я могла там находиться вот в этом ряду. И это то же самое, как на Zoom-собрании, да, когда вы сидите где-то в стороне с выключенными камерами, да, где-то притаившись тихонечко, чтобы вас никто не видел и не слышал. Это то же самое, как сидеть где-то на дальнем ряду и стараться побыстрее смыться. Поэтому пересаживайтесь в первый ряд, включайте камеры, да, я вас призываю к этому. So 5 weeks after this revelation, and I'm going to 1 meeting a week, I get a letter in the mail from these friends in California that had 1 joint. И спустя где-то 5 недель вот моего этого уже пребывания, продолжения моего выздоровления, когда я уже посещала 1 собрание в неделю, я получила письмо от своего друга-подруги из Калифорнии, и там меня очень заинтересовала одна деталь. And I know this is a meeting of Alcoholics Anonymous, and yet I know that this also is an important factor to end my old way of life. И я знала, что это тоже собрание анонимных алкоголиков, и это был действительно очень важный фактор, да, важный фактор, который помог бы мне, ну, как бы закончить, завершить вот этот период своей жизни, да, и начать выздоровление. I decided to keep that 1 joint because I thought you just never know when you might need something like that. And I was actually amazed I would need it the next day. Все, я поняла. Там была не деталь, а там Про был косяк. Косяк с травой. Все, я услышала. И когда, и мне вот этот, значит, друг, прислал этот косяк в конверте, вот, и я подумала, что, ну что мне этот 1 косяк-то, он, возможно, мне не повредит. И я, значит, этот косяк, значит, употребила, и вдруг пришло понимание, что на следующий день я хочу еще 1 косяк. So I began to plot and plan, and the time came. And I have to share with you that before I smoked that 1 joint, I had no intention of doing anything different, changing anything in my life, making sure this was the last thing I ever took to change the way that I felt or the way that I thought. But I was mistaken. It would happen to me. И на самом деле вот этот вот единственный, моим косяком был этот единственный косяк, и я действительно думала, что ну вот ничего же такого не произойдет,
возможно, и ничего и не изменится. И, возможно, ну, как может поменяться моя жизнь, да, если я, допустим, брошу, да, или не буду это делать. Но в итоге что-то произошло, то есть моя жизнь поменялась. Угу. In the chapter, The Doctor's Opinion, it refers to a psychic change, how before the alcoholic is hopeless to the illness or to pick up that first drink, and something happens where it's like the obsession is removed. And that is basically what happened to me. И в главе «Мнение доктора» есть такая как бы заметка, да, абзац, где сказано о том, что перед тем, как человек что-то употребляет, да, алкоголик что-то употребляет, возникает некий вот этот вот, ну, провал в памяти, то есть какое-то такое состояние, которое невозможно объяснить, которое способствует тому, что человек может начать употреблять совершенно, ну, не понимая, как это началось. И какая-то должна быть перемена в сознании, которая может произойти, чтобы этого не сделать. Угу. Before I smoked that one joint, it was just going to be one more secret, one more lie, one more, it's none of their business. And afterwards, it was as if that way of life no longer pulled me toward it. It almost was repulsive. And I was given a grace that I noticed that I was willing, those people in AA seemed to know what to do. And I wanted to do what they did. И опять же, да, мне пришло какое-то такое в голове понимание, да, что вот этот косяк. И это, опять же, это какая-то вот маленькая ложь, маленькая недоговорка. То есть я все равно что-то скрываю вот от этих людей, да, а это вроде бы не их дело, да, и что они лезут ко мне. И вдруг вот это пришло понимание, а что же будет потом, да. То есть я опять начну врать, я опять начну употреблять. И вдруг пришло вот это, да, чувство, что ну, вдруг эти люди, они хотят действительно искренне мне помочь, а я опять начинаю их как-то предавать, врать и так далее. Вот это вот было для меня открытием. It wasn't an answer to a prayer because it didn't say a prayer, but it was a gift that I have honored from that time forward. Не сказать, что это была какая-то молитва, да, то есть вообще к молитве это не имело никакого отношения, да, но это был некий дар, да, то есть некий дар, вот это вот вдруг я вычленила в своем сознании, да, что я хочу остаться с этими людьми, да, и у меня появилась какая-то возможность, да, протрезветь, да, перестать употреблять и продолжать свой путь. The next day, Sunday, I was sober all day long. And I went to that weekly meeting and I decided to go early. Again, moving from the back row to the front row. I went early, 20 minutes early. God, it felt like I was going the day before, right? Who goes 20 minutes early? И вот, значит, в один из дней, в воскресенье, вдруг я решила пойти на это собрание. И я пришла туда пораньше. Я пришла туда пораньше и села не в конце, а села, значит, в начале, поближе к тому месту, где обычно сидит ведущий. И я пришла на 20 минут раньше, на 20 минут. Ну, кто приходит так рано на собрание? Ну, это то же самое, что прийти за неделю. And in an active group, 20 minutes before the meeting is late. I mean, the groups that I go to, we're on our second cup of coffee. We've been there for 40 minutes already. So this is the kind of group
behavior I was introduced to, which was attractive, but now I'm seeing it and feeling it for the first time. Но на самом деле для активных членов группы за 20 минут прийти до начала именно самого собрания, это уже вы опоздали. То есть актив группы, которые ходят на это собрание, да, которые участвуют очень часто во всех мероприятиях, они приходят минут за 40. Мы уже выпили по несколько чашек кофе. И вот этот вот разговор, это дружеское общение. И мне это показалось таким интересным. То есть я посмотрела на эту группу, на это собрание, на этих людей немножко под другим углом, с другой стороны. Мне это понравилось. Я нашла это привлекательным. I heard the music of Alcoholics Anonymous, the laugh and the chattering going on. I felt the heartbeat with the handshakes and the hugs that I saw. You don't see that when you walk in, when it starts, because everybody's already seated and quiet and waiting for the message. И я вдруг, вот придя так заранее на собрание, я вдруг услышала вот эту музыку анонимных алкоголиков, вот этот смех, эту дружескую болтовню. Я услышала биение сердец, вот эти дружеские объятия, да, мы пожимали друг другу руки, обнимались. Вот это то ощущение, которое невозможно получить, когда вы входите на собрание, которое уже началось или вот-вот начнется, когда уже все расселись по местам, тихо, все ждут начала, все слушают спикера. And so I went to the long timers and I asked the question, so what do you do to stay sober? Я подошла к старожилам, к ветеранам с таким вопросом: а что же вы делаете, чтобы оставаться трезвыми? And again, as young, dumb, and goofy as I was, I did know three things. Number one, do not tell them, I know. I know, I know, I know. Do not do that because you don't know. And every time you say, I know, you have blocked yourself from change and growth. И, ну, основные три правила, которые для себя вынесла, общаясь вот с этими старожилами, да, когда я с ним обращаюсь к каким-то вопросам, они мне начинают отвечать, ни в коем случае нельзя говорить «я знаю». Я знаю, я много чего знаю, я много чего понимаю. На самом деле нет, конечно, я ничего не знаю, да. Но можно говорить так: я знаю, что вас или меня, да, отделяло от какого-то роста, да, духовного совершенствования. Also, do not listen while thinking about conditions, things like, well, I'll think about it, or yeah, but I don't know if I want to do that. No, I had to listen without putting conditions on it. И когда вы слушаете то, что вам говорят старожилы, пожалуйста, не отвлекайтесь на посторонние идеи, типа что, ну, да, возможно, вот это вот, да, вот я думаю, что вот это тоже могло бы, да, то есть не стройте каких-то иллюзий, планов в вашей голове, да, то есть слушайте, что вам говорят, абстрагируйтесь от того, что могло бы произойти, если бы вы это слушали или не слушали. And don't listen thinking about how you're going to negotiate it to something less, because I'm lazy, okay? So if they say we recommend 7 meetings a week, I can't go, how would you feel about 5? You know, no, I never go for 9. Hey, let's shoot for 9. How about that? No negotiating. И обязательно никаких переговоров, да, никаких переговоров со старожилами, особенно когда речь идет о том, что они вам советуют или рассказывают, или делятся опытом, да. То есть когда речь идет, вот, например, да, я там рекомендую 7 собраний в неделю, я начинаю думать, ну, 7-то нет, а может быть 5, а как насчет 9 и так далее. То есть, пожалуйста, не надо вступать в полемику и вступать в какие-то переговоры. So they proceeded to give me their experience, or as I call it, the formula for successful recovery. It's no secret,
but there's actions that need to be applied, and I'll share those with you. И они со мной делились именно своим опытом, да, то есть вот таким, ну, можно сказать, формулой действительно выздоровления, да, то есть они не давали советов, они делились именно способами, формулой, можно так сказать, секретами, с которыми я хочу с вами поделиться также. First thing, I totally agree with. We don't take that first drink, and I know that meant everything else, one day at a time, and we get a sobriety date. And I knew I was all in for the very first time. And that day I took as my sobriety date, and it still is. And that was February 8, 1976. So I've been with you for over 45 years. Ну, первое, что нужно, да, понимать, это то, что я не пью. Я не пью вот этот вот один день, да, 24 часа я не пью. И я это воспринимаю, как я это не пью только сегодня, только сейчас. Да? Вот если я начинаю это понимать, то есть у меня появляется какая-то дата трезвости, и она вот ежедневно, эта дата трезвости как бы возобновляется, да, то есть я понимаю, что я не пью сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, и тем не менее вот эта моя дата трезвости, которую я запомнила, 8 февраля 1976 года, которая остается неизменной день за днем, я с вами уже на протяжении 45 лет. I've had sobriety dates before. But I didn't enjoy being sober. I didn't do any kind of service. I didn't enlarge it. That's what the rest of the things they shared with me would do so that I could keep this sobriety date. Но я могу сказать, что у меня было несколько таких, можно так сказать, дат трезвости до того, как появилась моя постоянная дата. Но вот этот трезвость сама, она не приносила мне радости, да, я не была вовлечена ни в какие служения, да, я не передавала свой опыт, да, я не делилась с ним. Мне не особо интересовало вообще все взаимодействие в сообществе. И вот то, что тоже меня научили старожилы, это обязательно то, что нужно расширять, да, вот эту свою сферу трезвости, да, постоянно быть вовлеченным в какое-то служение. И это тоже поддерживает вашу трезвость. So if you are on this call today and having a hard time staying sober, or you're not enjoying your sobriety, or Zoom has made it a little rusty, crusty, and dusty, and you'd like that to be different, then check out the next 6 things that they shared with me that I'll share with you. И если ваша трезвость пока не доставляет вам удовольствие, да, может быть, вы не так давно трезвы, может быть, вы без наслаждения трезвеете, может быть, вот сейчас вот всех, да, кто есть вот на этом собрании, что-то с зумом, да, что-то хрустит, трещит, стрекочет, ничего не слышно и вообще. Я могу вам подсказать 6 вещей, с которыми поделились эти старожилы, как вашу трезвость сделать действительно интересной. They said that we go to a lot of meetings and we get a home group. And I've lived in 4 different parts of the United States. And that's the only reason so far I've had a different home group. Ну, первое, с чего нужно начать, это посещать собрания, стараться делать это как можно чаще и обзавестись домашней группой. Но поскольку вот так случилось, да, что за период своей трезвости я жила в 4 различных частях, да, Соединенных Штатов, то есть в каждой из этих частей, ну, так получалось, да, что у меня была своя домашняя группа. And what I realized when I moved to Northern California 21 years ago, 4 locations, 4 home groups. I've also had 4 different last names, but that's a separate story altogether.
И вот когда я переехала в Северную Калифорнию 21 год назад, у меня как бы за плечами было 4 таких серьезных переезда, 4 места жительства, 4 домашние группы, даже 4 фамилии на тот момент, но это уже другая история. My current home group is called Primary Purpose Group. There's a lot of groups by that name. It's a good name, but we are just unto ourselves. И сейчас моя вот группа на настоящий момент, моя домашняя группа, называется «Главная», там «Основная цель». Да? Очень много групп с таким названием. На самом деле это очень хорошее название, да? Но мы вот так назвались сами по себе. And I've been a member of that group, what I call an invested member, for over 21 years since I moved up here. What that means is I have a service commitment. I'm active with the group's functions. I participate in things that the group does within the group. I'm involved. I don't visit my home group. I'm a member of it. И что я могу сказать, да, что вот со времени основания этой группы домашней я являюсь, ну, можно так сказать, вовлеченным, активным членом этой группы, да, то есть я участвую в служениях, да, у меня обязательно есть служение на группы и вне этой группы, да, то есть я участвую в каких-то собраниях в округе, езжу на конференции, то есть я не просто хожу на группы, я активный член своей домашней группы. If you don't have a home group, I don't know how many of your groups are meeting in person where you are, or if you had a home group before the pandemic, you can still get a home group in an online nature. And what does that mean to me? It means there aren't any things that come before my going to my home group. Birthdays, holidays, anniversaries, they got to work around my home group commitment. That not being there is an emergency. It's not based on convenience, but commitment. И что я могу сказать? Возможно, у вас есть какая-то группа, ваша домашняя группа, не онлайн, да, а которой вы встречаетесь лично. Возможно, такой группы нет. Возможно, вы ходили на такую группу до пандемии, да, но тем не менее можно обзавестись домашней группой и в онлайн, да. Поскольку, да, что такое домашняя группа? Это не просто, да, вот вы пришли, ушли и забыли, да. Домашняя группа, туда вовлечена вся жизнь, да, то есть там и дни рождения, и юбилеи, и свадьбы, и все это закручено вокруг домашней группы. То есть это не просто посещение, да, это именно служение жизни. I have learned so many things in a home group on how to get along with others, how to, because I do fine by myself, but that isn't the real world, and how to live out there in the world and know how to navigate and negotiate my way around. Я очень много узнала от своей домашней группы, вообще на своей домашней группе я узнала, как взаимодействовать с людьми, как общаться. В принципе, я могу, конечно, сама, да, но я знаю, что я это сделаю не так продуктивно, как вообще это может быть. Я узнаю, как вообще жить в этом мире, да, который вокруг меня, как взаимодействовать, как общаться, как вести переговоры. Вот в мире вокруг, а не только на группе. И все это я узнала из своей домашней группы. The next thing they talked to me about was sponsorship. I get a sponsor or like a mentor, someone to help guide me on this path, someone to ask questions to. And I've been blessed with 4 amazing people as my sponsor. Другая вещь, которую мне сказали, это обязательно спонсорство. То есть что такое нужно обязательно иметь спонсора. Мне задавали вопросы, меня направляли, то есть спонсора или какого-то духовного наставника или ментор, то есть кто-то, какой-то человек, который вас ведет. И он обязательно должен быть. И меня очень
направили в эту сторону очень так мягко и деликатно, намекнули на то, что нужно иметь спонсора. И я благословляю, прошу небеса благословления, что в моей жизни было 4 замечательных спонсора. I had Marguerite when I was in Minneapolis, Joe in Atlanta, Millie in Southern California. And when I moved to Northern California, I kept Millie as my sponsor. И я очень рада, что у меня была Маргарет, когда я жила в Миннеаполисе. Потом у меня была... So the second name was... Joe in Atlanta. Да, Джо в Атланте. Потом я переехала в Северную Калифорнию, там была Милли. И когда я уже приехала в Южную Калифорнию, то есть наоборот, в Южную, в Северную, Милли была со мной все это время. Millie and I were together in sponsorship for 33 plus years. And the day after she died, I began my journey with my next sponsor, Marilyn S. И мы с Милли, у нас были спонсорские вот эти взаимоотношения на протяжении 33,5 лет. И в тот день, когда она умерла, я начала свой путь с новым спонсором. Моего текущего спонсора зовут Мэрилин С. I got a sponsor right away for a couple of reasons. One is that I know my own ego, and I need and want someone to choose to be accountable to. Secondly, I wanted to set that example for the people I sponsor, that you don't dilly-dally around without a sponsor. Причины, по которой я, в общем, да, взаимодействую со своей наставницей, со своим спонсором, это, во-первых, то, что мне нужен человек, который, для моего эго, нужен укротитель моего эго, то есть кто-то, кто вне моей головы, кто знает вообще обо мне все, да, то есть кто может дать какую-то трезвую оценку со стороны. Второе, то, что я, когда сама становлюсь спонсором, мне нужно показывать этот пример, да, то есть как я взаимодействую со своим наставником, чтобы люди видели, что кого я веду, что это, вот эта преемственность, это обязательно необходимое условие. Да? So I have a sponsor who passes it on to me, and it's my responsibility to pass it on to others. It's their responsibility to pass it on as well. You see, the river of recovery must stay fresh and keep flowing. If the people I sponsor don't want to sponsor or be of service to AA in some way, well, that's fine, but step aside, because I want to work with the people who want to do this, not what we lovingly call the AA bums. Ответственность моего спонсора, моего наставника передать программу мне, да, то есть передать свои знания, свой опыт мне. Моя ответственность передать программу, ему опыт, мои знания моим подспонсорным. Соответственно, их ответственность передавать это дальше. То есть это такая река выздоровления, которая должна течь, да, то есть она должна струиться, вода не должна затухать. Да? Если человек, которому я передаю свои знания и опыт, не хочет передавать, да, не готов или ленится и так далее, ну, хорошо. Пусть так и будет, да, но отойди в сторонку, дружок, да, то есть есть в анонимных алкоголиках и такие, да, которые не хотят передавать программу, мы их ласково называем попы, попы АА. I was an AA bum, so I know what that looks like, and I know I was a taker, and they said, you got to quit that because you've done enough taking in your life. It's time to be a giver. And that's who I want to work with and be an example to as well. И я тоже была такой вот, можно так сказать, попой, да, сидящей на стуле, приходящей на собрание и не активно не вовлекающейся, да, в процесс. Я была больше, приходила на собрание, чтобы брать. Но
на самом-то деле, да, для меня сейчас самое главное и вообще в выздоровлении, это самое главное быть активным человеком, который отдает свои знания, опыт, да, вот это и ведет к выздоровлению. They said that we take the steps. Now, I use that verb with intention because that is the language in chapter 5, which describes what the 12 steps are. It's like I take vitamins. They are internally taken in to do whatever they do. That's the same way I look at the steps. I incorporate them into my life on an inside basis so that I can take the actions that it asks me to do. И в 5 главе у нас говорится то, что мы принимаем, да, предпринимаем шаги. То есть предпринимаем, не случайно там используется, да, то есть мы эту программу выздоровления, эти шаги принимаем как лекарства, как некие витамины, да, мы их принимаем и как бы интегрируем в свою жизнь, да, то есть полностью поглощаем их внутрь. И таким образом мы не можем быть как бы отдельно от шагов, да, вот от этой программы выздоровления, то есть мы их принимаем полностью. And so when I got sober, though, that was of a time that again had been somewhat passed down. You were handed the book, read it, and we'll talk about it. And so I did the best I was able to do with very little guidance. Thank goodness I went to a book study and a 12-step and 12 tradition study, but I did not have what we've evolved to in having a sponsor knee to knee, book to book, walk you through those steps. И да, я когда начинала сама быть наставником, конечно, это был такой опыт, достаточно такой сложный, что ли, да, что я читала книгу, да, я, хотя не очень понимала, да, что я отдаю, да, как я отдаю эти шаги. Да, я, конечно, походила на занятия по изучению книги и по изучению 12/12. Я как могла читала эту книгу, передавала то, что я знаю, но тем не менее, да, лучшее взаимодействие между спонсором и подспонсором, да, это когда вы вместе читаете, разбираете, то есть это такое близкое, там рука об руку, плечо к плечу изучение и передача этой программы. So I took the steps as best as I could. I was very active in service. I was just about 4 years sober when I moved to Atlanta, and then I started to think. Я, в общем, старательно прошла шаги, как мне казалось, максимально старательно и тщательно. Да? Я уже даже кого-то вела по программе. У меня было где-то около 4 лет трезвости, когда я переехала в Атланту, и вот тут я начала думать. I got a sponsor locked in, a home group locked in. A couple weeks later, I took my 4-year AA birthday cake, and it occurred to me 7 meetings a week is a lot of meetings. Now, that would have been the perfect thing to do in my new community to get to know the different groups. И вот, значит, у меня пришли такие мысли, да, то есть вот я переехала, у меня 4 года трезвости, я нашла себе наставника, я практически вот пошла на собрание и получила торт на свое 4-летие трезвости, и вдруг у меня мысли такие возникли, а может быть 7 собраний в неделю это все-таки многовато? И у меня, то есть, вот эти мысли начали уже появляться, как бы вот немножечко как бы упростить, может быть, да, сократить и донести это до своей новой домашней группы.
But I thought 7 meetings a week's a lot of meetings, and I'm hearing all this talk about getting balance in your life. So I decided, without checking with my sponsor, that I'm going to get some balance. So that 7 meeting a week number quickly became 2. И вот я слушала на собраниях, что очень часто говорили, да, ну, нужно как-то баланс искать, нужно искать баланс. А мне казалось, что, ну, 7 собраний в неделю – это как-то много, да. Как-то вот этот вот баланс, вот это слово, мне оно так зацепило, и я подумала, что не согласовав, естественно, с наставником, не обсудив это с ней, да, не выслушав ее какие-то мысли по этому поводу, я подумала, что баланс можно изобразить так, что сократив 7 собраний до 2. And it wasn't like I had elder care or child care, or I'm going for a higher education degree. No, 2 nights with you and 5 nights with me was TV. It's called a severe case of the lazy butt. И, в общем-то, да, вот это сокращение количества собраний не было связано с тем, что я там ухаживала за ребенком или ухаживала за каким-то престарелым родственником, или я бы получала бы там высшее образование 2-е, или занималась каким-то другим полезным делом, да. 2 собрания с вами и 5 собраний с собой, да, на диване. Вот это самая, так сказать, тяжелая степень лени, которую я называю отращивать задницу на диване. So for the next 2 years, at 4 years sober, I'm getting to the meeting early, like an hour, 50 to 60 minutes early. 2 years later, at 6 years of sobriety, I'm getting there 5 minutes before. Leaving at 4 years, I'm one of the last people to leave. 2 years later, we're amen, we shake, and I'm out the door. I'm back to got her done, check it off. И вот спустя, да, 2 года вот такой вот сидения на диване, грубо говоря, превратились в то, что если раньше, да, еще в 4 года трезвости, я приходила чуть ли не за час до собрания, да, я со всеми общалась, была очень активной, была на собрании, то сейчас я врывалась буквально за 5 минут, и сидела на собрании, да, никак не участвовала. Если раньше в 4 года трезвости я уходила чуть ли не самая последняя, закрывала дверь, спустя там час после собрания, то сейчас мы пока еще только за руки подержались и молитву сказали, через секунду я уже была за дверью, и я вернулась, вот за эти 2 года вернулась к тому прежнему состоянию, да, что я приходила, делала отметочку, ставила галочку и утирала руки. At 6 years of sobriety, I'm taking my AA birthday cake, and I have a severe case of untreated alcoholism. I am restless and irritable and discontented. И вот когда я пришла на свое 6-летие трезвости получать свой праздничный торт по этому поводу, да, я как раз вот и столкнулась вот с этим неизлеченным алкоголизмом, о котором у нас говорится, да, я была раздраженная, обеспокоенная, злая на всех. Вот мой алкоголизм проявился в лучшем виде. I had gone from living in Minneapolis to feeling like I was in the sunlight of the spirit, the warmth of that. And over 2 years of complacency, I am now in the corner of a dark alley. That's the road it felt like I had taken, but all so gradually, you don't even realize it. И вот буквально да, с того момента, как я в таком просветленном состоянии в Миннеаполисе выздоравливала, да, дошла вот до той вот этого светящегося шара своей духовности, да, я оказалась вот за эти 2 года буквально на какой-то глубоком дне, в самом темном углу темной аллеи, но этот процесс проходил так постепенно, да, то есть вы даже бы не заметили его. So I came up with a plan. Now, I did not look at the changes I'd made, but I got a new plan
that people, places, and things are going to make me happy. Now, that really translates into men, money, and mansions are going to make me happy. Okay? So I'm on a mission. Yeah. И у меня вдруг появился план, да, что просто если я поменяю свое место жительства, как-то устрою свою жизнь, то, в принципе, произойдут вот перемены, что как-то я вот выйду из этого состояния, да. И это у нас тоже описано в литературе, но я это определяю как мужчины, деньги и особняки, да, то есть если это все у меня будет, то, конечно, трезвость моя будет стабильна. Well, over the next 6 months, I would meet 2 men who had what I wanted on the outside. Now, I met them at different times. I was sure I'd fall in love with them, but let's get the priorities in place. И в течение вот следующих 6 месяцев я встретила 2 мужчин, немножко в разное время, конечно, не одновременно, но вот как мне казалось, да, что я влюбилась в них обоих, и ну, нужно расставить все на свои места. And both of them ended up marrying somebody else. И оба из них так случайным образом оказалось, что они были женаты на других женщинах. At about 6 years and 9 months of sobriety, I came crashing back into AA. Now, keep in mind, I've never stopped attending or coming to AA meetings, but I went from being a member down to an attender, down to a visitor. Those are very big differences. И вот уже в сроке трезвости в 6 лет и 9 месяцев, да, вот так оказалось, так случилось, что я опять же вернулась в анонимные алкоголики, да, но опять же вот за этот период, последних там пару лет, так случилось, что я из активного члена, да, участника группы, я сначала спустилась в своем уровне развития, да, до просто хождения на группы некого такого посетителя. И потом я практически деградировала до такого залетного посетителя, то есть когда я посещала очень мало собраний. It was like back in February of 76, I hit a bottom with the outside substances, but here I hit a bottom with the illness of alcoholism in an untreated state. И вот с того момента, когда 8 февраля 1976 года у меня получилось такое некое дно, когда я дошла до веществ, которые, ну, как бы вне анонимных алкоголиков, да, до каких-то посторонних химических веществ, это было вот мое то дно, которое меня привело в анонимные алкоголики и дало мне эту дату трезвости. Спустя все это время я опять оказалась на дне, на некоем дне, в котором так получилось, что я именно вот в той стадии неизлеченного алкоголизма опять же нахожусь и принимаю этот факт. And I took the steps again with an attitude of as if I had never seen them before. I read our big book as if I had never read it before. I read our 12 and 12 in the same way. I needed a new and fresh experience, and I got it. И у меня вдруг появилось вот это вот, да, желание. Я прошла заново 12 шагов, уже совершенно по-другому, да, с другим настроением, с другим пониманием. Я перечитала большую книгу с другим пониманием, да, так, как я не делала до этого раньше, да. Я прочитала 12 на 12 таким же способом, да, то есть я заново научалась делать все то, что было в самом начале, но уже с совершенно другим настроением, желанием и пониманием. The taking of the steps, I had the ability to describe things. I had the ability of language to even
understand it. And I really felt like I was in this direction when I started with step 1. And I journeyed, and when I was in step 12, I really was in a new direction, maybe up that yellow brick road, huh? It was a new way of life. И вот когда я вот таким вот образом заново прошла все шаги, и как мне казалось, да, что я, сделав первый шаг, шла вот в этом направлении, то, доделав 12-й шаг, я уже оказалась совершенно в другом направлении, ну, практически вот в конце той желтой дорожки, которая у меня на стене. То есть это абсолютно была уже другая жизнь, то есть другой способ жить. And the 12 traditions were read today. And they said to me, those traditions aren't just for those people. You're a member of a group. You need to know how they apply at the group level. And by the way, why don't you see how you can apply them in your personal life as well? И мы сегодня с вами в начале, да, читали 12 традиций. И на самом деле нужно понимать, что 12 традиций – это не написано для кого-то там. Да? То есть 12 традиций – это как способ, да, способ жизни группы, да, способ функционирования. Но также надо понимать и знать, как эти 12 традиций можно применить в вашей личной жизни, то есть к вам непосредственно. Well, the traditions weren't intended or designed to be personal application. They have become my greatest tools of relationships, be it one person or many, because it levels the playing field. It respects the other people. And I did not know how to have an adult grown-up relationship. И вот эти 12 традиций – это не то, что вот что-то было написано специально, да, или изобретено специально, но так получилось, что эти 12 традиций стали некими инструментами, да, инструментами, которые я могу пользоваться в своей жизни. То есть я их могу в своей жизни применять для того, чтобы взаимодействовать с людьми, уважать людей, относиться к ним по-другому. То есть они меня выводят на какой-то абсолютно новый уровень взаимодействия. They said to be of service. And they were clear that whatever service I did at the home group level was not an option. You had a commitment in your home group. It was the things you did outside of that. Things like this, service in this way. И что мне еще говорили, да, впереди идущие, те ветераны, к которым я обращалась, что обязательно должно быть служение. То есть какое-то служение, которое вы делаете в рамках домашней группы, да, пусть это будет для начала что-то очень простое, да, но постепенно служение может разрастись до какого-то уровня, пусть это будет даже вне группы, да, то есть где-то вокруг, где-то вне, может быть, в каком-то комитете и так далее, да, то есть обязательно служение должно быть, и оно помогает также вашему выздоровлению. So, for example, now I know I'm not going to get any pity for this, but I got up at 4 a.m. this morning to talk at a 6 a.m. meeting in Rio de Janeiro. Now, my friend Penny, I know was up earlier, has already been to a few international meetings, so I'm not going to get any pity from her on doing that. But I'll tell you what, I know that if at 6 a.m. was where the booze and the boys were going to be, I'd be there too. So. Да, и я вот могу сказать, например, да, что для меня вот сейчас служение. Вот сегодня утром я проснулась в 4 утра, чтобы прийти на вот такое же Zoom-собрание 6-часовое, утреннее в Рио-де-Жанейро. И это же классно, да, и моя подруга, да, которая также ходит на такие собрания, и также вот спикерит, и это тоже такое удовольствие. Ну,
И в этом нет ничего такого, да, но также я понимаю, что если бы это было 6 утра, и это была какая-то вечеринка, мальчишки и выпивка, я бы тоже была бы там же. And the last thing they said was to carry the message. So everyone on this call has a message to carry. There'll be people who can hear you and they cannot hear me. When I go on a 12-step call, I always like to take somebody in their first year, because that new person is like 45 years. My God, lady, get a life, right? They can't relate to that, but they can to relate to somebody in their first year much better. И последнее, что меня научили вот эти ветераны, что это нести весть. Каждый, кто сейчас находится на этой конференции, может нести весть и должен нести весть. И опять же, да, каждый из нас несет весть по-своему. И, возможно, кто-то услышит от вас весть о выздоровлении, то, что он, например, не услышит или не воспримет от меня, хотя мы можем говорить одно и то же. И очень часто так бывает, да, когда приходят новички, которые вот только-только в начале пути, им легче даже зацепиться за тех, кто в своем первом году выздоровления, первый, там, второй год, потому что им легче понять вас, да, вы легче можете с ними общаться, чем, например, я, да, с моими 45 годами трезвости. Я скорее как такая мама крестная, вот. И поэтому несение вести, ну, это, конечно, основное, что должно быть обязательно. So if I have a message, I take Alcoholics Anonymous very, very seriously, but it's very important to have fun here as well, to laugh at myself, to enjoy the journey I get to see in others, to help as much as I can help. And I want to say, Pasiba, thank you, right? Pasiba, for allowing me to share my story with you today. Thank you, Дебби. И, конечно, обязательно, когда вы выздоравливаете, надо к этому относиться легко. Да, нужно смеяться, нужно получать от этого удовольствие, нужно побольше юмора, да, не относиться к себе слишком серьезно. И легко нести вот эту вот весть о выздоровлении другим страдающим алкоголикам. И я хочу сказать вам всем спасибо за то, что пригласили меня сегодня. Thank you, Debbie. Спасибо большое, Дебби. Огромная. Ты красотка. Прям вообще Мерлин Монро. Да. So Victoria says that thank you, Debbie. You are just like Marilyn Monroe. So nice and yeah, very beautiful. Включите, пожалуйста, чат. Так, ребята, включайте, ребят, включен у нас чат. Включите, So we have time for... чат и 3 единички ставьте, чтобы вопросы задать. So now we are waiting for questions. Так, чат у нас включен? Включен, включил. Ага, отличненько. Ребята, ставьте 3 единички, пишите ваше имя, ну или если вы без имени как-то обозначенное. Ой. Пожалуйста, только чтобы было не общим списком, оставьте 3 единички, чтобы я могла увидеть вопрос. Тогда вопрос, это вопрос от Настасьи вопрос. Я прочитаю, можешь перевести. Так. Как Дебби считает, наверное, да, существуют ли разные подходы к прохождению шагов? Кому-то спонсор говорит молиться по 4-му шагу месяцами, пока человек не простит всех из списка, и работа затягивается на очень долгое время. Подскажите, пожалуйста, за какой период ты обычно проводишь спонсируемых по 12 шагам, и что ты думаешь, эффективна ли очень популярная в последнее время в России методика проведения человека по шагам за 18 встреч?
Okay, Спасибо. such a long question from Anastasia. Thank you, Debbie, for your story, for sharing with us today. So the question about the different ways to taking steps and different formats like this. So the question is, so there are many different ways of how to do the steps. And some sponsors tell their sponsees to pray during the fourth step for months. I mean, while they're doing their fourth step. Doing the program takes a lot of time. The others, like the other format, is very popular nowadays in Russia, for example, like to go through all book and all the steps for 18 meetings, for example. So how long does it take you to take your sponsee through the steps? So that's the question. And thank you for that question. I have seen people rushed through in, it seems like about 4 days, whip, 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 whip. And then I've seen people take years to do it. Mm-hmm. I don't know where this started, but I've heard it more than once, that there is a belief in one particular area where you take one step per year. Now I'm like, you got to be kidding me. It's going to take 12 years before I get a spiritual awakening? Oh my God. Okay. Can I translate quickly the first part? Да, спасибо. Да, на самом деле интересный, хороший вопрос. Разные варианты слышала и слушаю до сих пор. Кто-то проходит чуть ли не за 4 дня. Но это так, по вершкам скакать, да, то есть это бегом, 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 ничего не поняли, вроде как что-то прошли. Кто-то годами проходит программу, да, это тянется очень долго. Вот у нас, например, я слышала варианты, что в год по шагу. Вы что, ребята, прикалываетесь, что ли, да? То есть как бы это что, мне займет 12 лет, прежде чем у меня случится духовное пробуждение? It really depends on the sponsor, because how I do it is pretty simple. Trust me, I've got to keep it very simple. I only use the big book and the 12 and 12. I don't do any fancy symbolism or chanting or incense or anything. We just keep it really simple. And what we have is a momentum. I don't treat any other step more than any other. When we, for example, get to step 4, we set a date for step 5. Instead of letting it, you know, if I said, call me when you're done, that could be 3 years from now. Yes, can I translate this part? Да, ну как я это делаю? Я это делаю достаточно просто, да, то есть у меня, и я, в общем-то, хочу как бы рассказать свой опыт, что я могу в этом плане, ну, не посоветовать, поделиться опытом. Первое, что я пользуюсь большой книгой и книгой 12×12. Да? Я не даю каких-то виртуальных, странных, пространных заданий. Да? Нету каких-то специальных там, может быть, молитв или каких-то телодвижений, или каких-то суперсложных заданий, или чего-то такого, да, что как-то усложняет эту программу. То есть программа очень проста. Мы делаем ее в моменте. Да? То есть каждый из шагов занимает практически одинаковое количество времени, да. Ну да, 4-й шаг занимает немножко времени побольше, но когда мы начинаем 4-й шаг делать, мы уже дату определяем сдачи 5-го шага, да, то есть вот делание 5-го шага. Потому что если я скажу
позвони мне, когда будешь готова, это может случиться через 3 года. Поэтому мы уже назначаем дату, то есть к какому периоду человек должен доделать. So it also is on availability basis. I'm not always available to meet with you for an hour or two once a week ad infinitum. Maybe it's every other week we meet to go through the steps. Some sponsors start at the white blank page and take you to the end of the stories. I don't do that. I don't take that time. But what I find is if you are grasping the program on the momentum we're doing, that is what counts. Are you growing as we walk through each step, taking the actions of them? That is the right momentum. Да, и еще все зависит от доступности, да, когда спонсор спонсируемый владеет временем для того, чтобы общаться, да, потому что иногда у меня просто нет такого количества времени, чтобы, например, там методично раз в неделю, час или два сидеть, изучать, общаться. Возможно, это может быть через неделю, да, то есть это все обговаривается. То есть есть какие-то сроки, есть какая-то последовательность, есть какая-то частота наших встреч. Я знаю, что есть спонсоры, которые от корки до корки практически вот берут книгу от обложки и читают ее, дочитывают до последних всех историй, да, там 550 страниц в полном варианте, да. У меня просто на это нет возможности, да, и нет столько времени. Поэтому я беру основную часть, и мы ее делаем достаточно методично, быстро, в моменте. И когда я вижу, да, как человек вот хватает, как воздух, да, вот это прохождение программы, да, когда вот ему как воздух не хватает вот этих шагов, это и называется в моменте. Я вижу, как человек растет, пока мы с ним идем по шагам. That was the answer. Okay. Спасибо большое. Следующий вопрос от пользователя Zoom. Не знаю, кто это. Дебби, спасибо большое. Как выключаешь свои воли в своей жизни? Such a question from unnamed user. So thank you so much, Debbie, for your story. How do you switch off your selfishness and self-centeredness out of your life? Sometimes I don't even know that I'm in it until I start feeling disappointed, or I get a little irritated or agitated. The best way that AA has shown me is to be of service to somebody else. Maybe it's pick up a phone, say a prayer, get to a meeting, but do something for someone else. Иногда я нахожу себя вот в этих состояниях, даже не понимаю, что я в них уже есть, да, то есть иногда это даже вот не почувствовать, не определить, но я вдруг понимаю, да, что я раздраженная, злая, меня что-то беспокоит, я нервничаю. И лучшее, что можно сделать, когда я обнаружу себя вот в этих всех состояниях, это служить другим людям. Взять телефон, позвонить анонимному, помолиться, позвонить спонсору, посетить собрание, то есть сделать что и передать, да, весь другим анонимным алкоголикам. То есть вот это то, что меня выводит из этого состояния. Being selfish and self-serving is a very common, natural human emotion. It's not limited to alcoholics. But I've got some tools today that I did not have before. That's the difference, is the application of the tools, because I still get those feelings regularly. Yes. Быть зацикленной на себе, да, своевольной, эгоистичной и так далее, это вот, ну, это то, что все равно, это никуда не исчезнет, да, не денется, да, вот по щелчку. То есть для алкоголика это просто вот
ну, такая проблема, которая не решается за какие-то секунды, да, мы в этом состоянии находимся. Просто сейчас, на данный момент, у меня есть определенные инструменты, да, как я могу ими пользоваться, да, то есть как я из этого состояния вывожу себя. Thank you. Следующий вопрос от Софии. Скажи, пожалуйста, Дебби, что тебе помогало быть честной перед собой? Какие-то мысли и действия или и то, и другое? So the question from Sophia. So Debbie, tell us please what was helpful for you to be honest with yourself. So maybe there were like any thoughts or actions or both of them. How long did it take me to be honest? Not how long, like what is what is the most helpful thing for you to be honest, helpful? Oh. What helps you the most to be honest with you? Actions, thoughts, so such a question. Okay. Well, I think the most helpful thing is when I do my review at night. How did I do today? In step 11, it gives us a paragraph of questions that helps me review my day. And in looking at those and answering those, that's, again, I'm at my most vulnerable because I'm tired, right? It's the end of the day. The defenses are down. Is when I can be really the most honest in looking at that and to see how did I do today. I think that's the probably the number one action that helps me be honest the most with myself. Да, ну лучшее, что может помогать мне быть честной с самой собой, это вечерний анализ дня. Да, то есть когда я делаю 11-й шаг, вот эту его вечернюю часть, у нас в книге есть целый параграф вопросов, да, отвечая себе на эти вопросы, да, я как бы делаю анализ дня, как я поступала, как я себя вела, что я делала, что я чувствовала, что я переживала. И обычно вечером, да, когда есть какое-то сопротивление, да, я, возможно, устала, возможно, день прошел, и иногда мне, может быть, не хочется это делать. Но вот именно в этом состоянии, да, вот этот анализ дня, он как раз и помогает мне, да, то есть когда я успокаиваюсь, проживаю весь свой день заново, да, и я понимаю, что вот это, да, 11-й вечерний шаг и помогает мне понять, это самое наиболее эффективное действие, чтобы понять, насколько я честна сама с собой. Yeah, thank you. Так. Началось-то. От Джея. Wonderful presentation. Да. Я тогда ему благодарность. Yes, so Jay is writing. He is a newcomer to AA, so your information, so Debbie, the information you shared today is so valuable. So, yeah. Ну, тут еще очень много благодарности. Yes. Вопрос от Аллы. Почему-то на английском сразу к Дебби. Дебби вряд ли там в чате читает. Переведи, Маш, сразу. Я, в принципе, поняла, но переведи. Ну так это то же самое, что я, по-моему, уже переводила. Выключать self-will. So, yes, Debbie, the question maybe I translated. So, my translation at first wasn't very like stick to the point. So how can you share your experience? How do you switch off self-will? Not just being selfish. Своеволие, как выключаешь? Так это уже было. Ну, там было немножко по-другому, да. Okay, so how do
Yes, yes, it was, yeah. Я просто вначале неправильно перевела чуть-чуть. How do Yeah. I switch off self-will? Yeah. Well, I wish I had a switch, you know. But I find when I notice it the most is basically from the pain of pursuing self-will. And so I have learned a long time ago that how do you tell, a common question is, how do you tell self-will or God's will, right? The easiest way I can say is that if it is self-will, I will not be able to move that anthill. It is just not going to happen. I can't get around it. I can't get over it. If it's God's will, the mountain is moved. It's anytime I keep running into the stumbling blocks of life because I want it, I can tell when those doors are closed. But when I'm being like pulled in a direction I might not realize or understand, the doors open up, the people, places, and things come into my life. The pursuit of self-will, I'll always have things I want or want to do or want to experience. And maybe I'll make a plan to do that. But then it falls through or it's delayed. I've got something right now that should have been happening months ago, and it's still not. Now I'm getting a little frustrated, but I keep saying, okay, there is a bigger reason this isn't happening that I just don't have disclosed to me yet. I really have learned to cease fighting everyone and everything. It's so much easier. Okay. So So, that's a long answer for you, Maria. Sorry. Okay, I will try to cope with it. Я бы очень хотела, чтобы у меня был такой рубильник, который включал и выключал бы своеволие, да. И я всегда вот ищу, да, ищу вот эту Божью волю, да. И я понимаю, что своеволие мое в первую очередь натыкается на какую-то боль, да. То есть я прохожу через какую-то боль. Это как если, например, я иду через какой-то там холм, гору и так далее, да. Я, конечно, если я своевольная, я пойду, я там разобью коленки, я буду идти долго, я все-таки дойду, потому что я очень настырная, я если чего-то хочу, я этого добиваюсь, да. Но я буду идти долго, и потом, конечно, я обойду эту гору, да, перейду на другую сторону, возможно, доберусь до цели. Но если это Божья воля, если что-то должно произойти, эта гора просто отодвинется, да, то есть это просто как, вот вы замечали, наверное, да, когда есть вот Божья воля, когда все как бы идет к вам, да, то есть нужные люди оказываются в нужном месте, в нужное время, то есть все происходит как-то легко, да, то есть вы проходите через какие-то события вашей жизни легко, да, вы не натыкаетесь на какие-то препятствия. Вот не так давно со мной вот эта ситуация происходит, да, поскольку есть какая-то ситуация, в которой я сейчас вовлечена, и немножечко меня это фрустрирует. То есть я понимаю, что идет не по моему плану, да, то есть я опять натыкаюсь на какие-то препятствия, да, и я ищу Божью волю, да, даже вот в такой ситуации. То есть стараюсь понять, нужно, да, для чего мне эта ситуация и так далее. То есть когда я приближаюсь, да, то есть к высшей силе, да, к Богу, да, он мне открывается. Я понимаю, да, для чего мне та или иная ситуация нужна. Вот так вот я маневрирую между своеволием и Божьей волей. Yep, thank you. Да, от меня вопрос, я не это самого. Потом только увидела, потом еще есть у нас вопрос.
Дебби, скажи, пожалуйста, ну, за столько лет трезвости, чем больше трезвости, больше вот всяких таких моментов, ну, у меня лично. Скажи, пожалуйста, было ли что-то, что ты не хотела отдавать, вгрызаясь зубами? То бишь ты верила, но не до конца доверяла какую-то сферу и до конца от того, что очень сильно больно, не могла отпустить. Может, ты сможешь или повторить? Ну, сейчас попытаюсь, да. So the question from Victoria. So are there any spheres of life you cannot still give away to God's will? I mean, because so Victoria shares her story like still she is sober for a period of time, but she still like bites some spheres of her life and cannot and tries to hold them and not to let them go to the God's will, you see. So are there any spheres still in your life that you cannot let go? Not that I know of, not that I can think of. Most of those defects of character are when the pain of keeping them outweighs the pain of letting them go. That's when they get to be, you see, I realize that what I'm holding on to so tightly that I will not let go is preventing me from having something much greater in my life that God has prepared. I'm thinking this is it. Maybe it's the guy or the girl or the job or whatever. But I've been married that ended in divorce. 8 years later, I would meet my current husband. And if I was still married, I tell you what, I could guarantee you, I would not have the life I have today by any means, not even close, huh, Penny? Yes. So, but that until I'm ready to take the next layer off of my, what I think I need or want, and open that door up farther for God to work in my life, the benefit has always been in opening that door farther, not closing it. So to my knowledge, I don't have any fears that I'm holding on to. I haven't in a long time. Да, да, Дебби делится с тем, что сейчас она даже, ну, у нее нет представления о том, за что бы она могла вот так сейчас держаться, да, что бы она не могла отпустить в своей жизни, потому что, ну вот, мои дефекты характера или что-то, да, что вот не позволяет мне в этой жизни как-то функционировать, пока я держусь за это, или за какую-то собственность, или за мужчину, или за какую-то работу, или там за место жительства или проживания, пока я за что-то хватаюсь, цепляюсь, я не позволяю Богу в мою жизнь привнести что-то большее, что-то лучшее. Да? В любом случае, да, у Бога на меня есть какой-то свой план. Да? Ну, например, 8 лет назад я развелась и повстречала своего нынешнего супруга спустя некоторое время, и я могу 100% сказать, что если бы я не развелась, не отпустила те предыдущие отношения, то сейчас бы я не жила вот той самой жизнью, которой я живу на данный момент, ну, 100%. Да? То есть самое главное понимание, да, что не нужно хвататься за что-то, за что-то, что кажется, что невозможно отдать, потому что в любом случае у Бога есть что-то лучшее для меня, да, для каждого из нас. И поэтому нужно всегда стараться открывать новую дверь намного, как можно шире, нежели захлопывать ее. Thank you. Спасибо, да. Вопрос от Лизы.
Прочитаю по-русски, да. Ага. Дебби, спасибо огромное. Были ли случаи, когда ты обижалась на свою группу из-за того, что она принимала неверные решения, те, с которыми ты не согласна, а большинство были за? Such a question from Elizabeth. Thank you, Debbie, for your story once again. Were there any cases of misunderstanding between you and your home group? For example, they made a decision and you are against, and that's troubles you. So were there any misunderstandings between you and your home group? Excuse me, let me paraphrase it a little. Did you have any cases when you feel offended on your home group because they were taking wrong decisions? So you were not accepting these decisions, you were against it, and most of the people were for this decision. That was the question. Sure. Yes, absolutely. But none of the decisions that were made that didn't go the way I wanted them to were against our primary purpose or principles of Alcoholics Anonymous. It gave me the opportunity to respect and trust the tradition to the group conscience was spoken, and to honor and respect that. I didn't have to like it, but I did need to cooperate with the decision. This is part of growing up. I don't leave the group because they don't do what I want them to do, unless their choices went outside of the parameters of the principles of Alcoholics Anonymous. Конечно, такие ситуации были, 100%. И на моей домашней группе принимались иногда решения, которые мне не нравились, и я была с ними не согласна. Но что бы ни происходило на моей домашней группе, какие бы решения ни принимались, самое главное, чтобы они соответствовали нашей главной цели, нашей первоочередной задаче, и чтобы они вообще были в структуре принципов, да, в наших традициях, да, то есть не выходили за рамки традиций и основной базы анонимных алкоголиков, да. То есть были ситуации, когда все были за, и я была против. Но опять же, это не повод хлопать дверью и уходить. То есть это часть моего роста. То есть часть моего роста, когда я соглашаюсь с тем, что какие-то решения группы мне не нравятся. Опять же, да, тут самое главное, что нужно помнить всегда о второй традиции, да, что со мной говорит групповое сознание. Его нужно ценить и уважать. Да. Если групповое сознание принимает решение, нравится оно мне или не нравится, я остаюсь, я не хлопаю дверьми, я не ухожу. И это тоже так я духовно расту. Так происходит мой рост. Самое главное, чтобы те решения, я могу, конечно, хлопнуть дверью, это крайний случай, если решения, которые принимает группа выходит за рамки анонимных алкоголиков, да, то есть выходит за пределы этих традиций наших. People having differences of opinion is bound to happen and should happen. We shouldn't all be a bunch of sheep, herded off in the same direction. But let me always have my difference of opinion shared respectfully and be open to listening to all of the perceptions or all of the opinions and experiences being shared. И, конечно, когда люди не согласны с какими-то решениями, мнениями, это случается довольно-таки часто, и это должно случаться, и это нормально, что это случается. Потому что если бы этого не происходило, если бы у нас у всех было одно и то же мнение на всех, мы бы были как стадо овечек, которые идут друг за другом, да, и ничего не видят вокруг. И это нормально, то есть в этом нет ничего такого.
можно не соглашаться, потому что у всех есть свое видение одной и той же ситуации под другим углом. И это все в рамках... И мне обязательно нужно слушать. Вот что мне еще нужно обязательно делать. Мне обязательно нужно слушать. Даже если я не согласна с кем-то и с этим человеком, и он говорит что-то, с чем я не согласна, мне нужно обязательно слушать и услышать его, и понять. Yes, thank you. И все, последний вопрос, уже очень много времени, да, последний вопрос от Настасьи. Дебби, 10-11 шаги ты даешь своим спонсируемым в самом начале или когда вы дойдете до них? And one more question from Nastasia. So 10th and 11th step, do you give these two steps at the very beginning to your sponsees, or you do them like one by one at the very end of the program? Thanks for that question. So while we will officially walk through them at some point, when I start working with someone, just to give a kickstart to their development of a conscious contact, I ask them, okay, tonight I want you to read the paragraph in step 11 when we retire at night and answer those questions. And tomorrow morning, I want you to read the rest of that chapter, which is about 3 pages, 2.5-ish, which helps start your day and tells you how to go through your day. Как я это делаю? Конечно, когда мы дойдем до 10-11 шага официально, мы его делаем там, где он должен быть. Но чтобы у моей спонсируемой был какой-то, так скажем, пинок в сторону взаимодействия с высшей силой, более осознанного, в самом начале программы, пока мы дойдем вот до этих шагов, где они должны быть в книге. Я что делаю? Я прошу ее открыть страничку там, где у нас описан вечерний 11-й шаг. И прошу, что вот сегодня вечером ты откроешь эту страницу, прочтешь этот параграф, ответишь на эти вопросы, да? То есть поразмышляешь над тем, как прошел твой день. Завтра утром я тебя попрошу продолжить читать этот параграф, дочитать до конца этой главы, там буквально 2,5 странички. Это поможет тебе настроиться на день, да? даст тебе старт нового дня. И таким образом вот происходит у нас знакомство с программой, да? То есть вот действие 10-11 шага я даю в начале. I don't think it's ever too soon to help someone take the actions of this one day at a time program. This gets them into that kind of thinking, how we start this day, go through it, and end it. It's never too early to start this process. Никогда не рано начать процесс вот этого осознанного нахождения вот в этом дне, да, 24 часа. Не нужно ждать, дочитывать до конца книги, да, и делать эти шаги в самом конце, да. Всегда есть смысл начать и вести человека, чтобы он все время находился в моменте, да, то есть начинает свой день с определенных действий, продолжает эти действия в течение дня и вечером совершает определенные действия, да. Не нужно дочитывать до конца главы и писать все задания, да, чтобы находиться вот в этой программе выздоровления в течение этого дня. Thank you. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое тебе, Дебби, за твою очаровательную улыбку, за опыт дорогой такой. Thank you, Debbie, for your experience, for your beautiful smile and yes, your hopes and strengths with us, sharing your hopes and strengths with us. My pleasure. My pleasure.
Ребята в чате благодарят. Спасибо за бесценный такой опыт. Некоторые моменты прям очень отозвались близко к сердцу. Близко к сердцу. Yes, so many words of gratitude, Kostya. Yes, words of gratitude in the chat. So you touch our hearts. So your story was very helpful and for touching. newcomers. Yes, and touching. Useful. Yeah, and useful. Yes. So we are going to conclusion part. Заключительная часть наша. Ой, спасибо всем ребятам за то, что были с нами до конца. Спасибо за вопросы, спасибо, что пришли. В завершении я хочу зачитать обещание 9-го шага нашей программы. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом, вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота, ясность и покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие, и в нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше мировоззрение, исчезнет страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше нас озадачили. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. В заключение хочу добавить, что мнение спикера – это мнение спикера. Примите же только то, что вам понравилось. История, услышанная вами, была рассказана в доверии, сохраните их только в стенах нашей виртуальной комнаты и в вашем сознании. Со временем вы увидите, что мы здесь все друг друга ценим и уважаем. Беседуйте между собой, обсуждайте разные вопросы без неприязни и критики. Пусть мир, мудрость и любовь укрепляются в ваших душах с каждым днем. Ребята, кому нужна помощь по программе или просто нужна помощь, ставьте, пожалуйста, в чате 3 семерки. А кто готов оказать эту помощь, ставьте, пожалуйста, 3 пятерки. Желающие взять служение ведущего, связного, служение на сайте или на нашей группе ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм можете объявить сразу здесь. Перед закрытием собрания, в соответствии с нашей 7-й традицией, которая гласит, что каждая группа содержит себя сама, я вам напоминаю о нашей 7-й традиции. Собранные деньги идут на оплату содержания сайта, на донесение наших идей в сети интернет, на перечисление в центр обслуживания. На сайте открыт доступ к нашему счету для сбора добровольных пожертвований в любой валюте мира и, конечно же, в рублях. А теперь я предлагаю вам присоединиться ко мне в молитве о душевном покое. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да будет воля Твоя, а не моя. Всем спасибо, включайте микрофоны, общайтесь. Огромное спасибо переводчикам, Машенька, Костя, связным огромное спасибо за то, что нас всех собрали. Thank you, Debbie, so much. It was the final part. Yeah, so now it's just like a small talk. We can all switch on our mics and just chat for a while. So. All right. Well, thank you again so much for having me. I am going to say farewell as I have another appointment to go to prepare for in about 40 minutes. Sure. So thank you so much. Loved being here with you guys. Can't wait to see you in person when I'm in Moscow. Sure. Thank you. Thank you, Debbie, so much. See you. Thank you. Thank you. Be well, everyone. Thank you for your speech. Thank you. My pleasure.
Да, Дебби сказала, что у нее еще через 40 минут еще одна встреча, поэтому она уже в 4 утра встала, чтобы в Рио-де-Жанейро поспикерить. Да, так что вот так. Молодец Какая какая. молодец она. Да. Молодец, Так что, молодец. ребята, спасибо большое все, кто пришел, спасибо. Ух. Можно включить? Вам запись. спасибо огромное Да, за ребят, перевод. запись